Почему произойдет пампинг биткоина и других криптовалют? Почему биткоин накачивается? Почему криптовалюта накачивается? Почему пампинг криптовалют вообще происходит в сентябре? Инфлюенсеры же сказали, что сентябрь будет плохим месяцем, а я им поверил. Дисклеймер. Это не финансовый совет. Автор не финансовый консультант, просто выражает свое мнение. Покупка криптовалют – это риск. Вы на канале Крипто.ру, канале крупнейшего ресурса о криптовалюте в Рунете. И мы перевели для вас видео с канала The Crypto Factor, в котором автор рассказывает, почему произойдет пампинг биткоина и других криптовалют. Не переключайтесь. И перед тем, как мы продолжим, лайк, подписка, колокольчик. Спасибо. Видите ли, не так давно, но тоже в сентябре, вот в этом видео, которое вы смотрите прямо сейчас, я сказал, что биткоин и другие криптовалюты могут быть не такими уж медвежьими в сентябре. Многие инфлюенсеры говорили, что сентябрь исторически был плохим месяцем для рынков и криптовалют, а значит и этот сентябрь будет медвежьим. А я неоднократно говорил в прямых эфирах и шортсах, что нет, это не так. Обычно сентябрь – медвежий месяц для рынков и криптовалют, но в предвыборные годы он не является медвежьим. Нужно просто посмотреть на исторические графики. Я постоянно бомбардирую вам сообщения о том, что мы находимся в нижней точке и должны подняться в будущем, по теории вероятности. Я даже подчеркнул это вчера во время своего прямого эфира. Сейчас мы наблюдаем рост биткоина и криптовалют в целом. Я уверен, сейчас, когда он растет, все пытаются найти этому причину. О, это происходит из-за того, что Китай покупает биткоины и там хорошие условия. О, цена на Дикси падает, подождите-ка. Дикси не падает, Дикси растет. Я думал, что когда доллар растет, биткоин падает. Но я уже говорил в прошлых видео, что мы увидим рост биткоина, даже если доллар вырастет. Это не всегда взаимосвязано. Я даже объяснял, почему фондовый рынок не всегда связан с биткоином и высокорисковыми активами. Но люди в комментариях просто сходят с ума. Ты не понимаешь, о чем говоришь, ты не знаешь что, ты не знаешь все. И я точно знаю, что занимаюсь криптовалютами в качестве руководителя высшего звена с 2017 года. С тех пор я покупаю и продаю цифровые монеты. До этого я учил фундаментальному техническому анализу на рынке Форекс, ну и другим профессиям. Если вы смотрите этот канал, то знаете, что я нонконформист. Обычно я еду по встречной полосе, так что неудивительно, что я советую делать прямо противоположное тому, что говорят остальные. Конечно, на бычьем рынке все всегда будут правы, потому что цена будет расти очень долго, и все будут правы. Но что же произошло во время медвежьего рынка? Кто был прав там? Ну, конечно. Я сказал вам, когда медвежий рынок закончится. Я назвал вам точные минимумы. Я выиграл пари у Гаррета Солоуэя. С тех минимумов мы поднялись. Я все это предсказал. Хочу ли я сказать, что я гений? Да, я гений. Прав ли я все время? Нет, я не хочу так сказать. Я бывал неправ. Возможно, я ошибаюсь и в этом месяце. Ситуация может измениться. Сентябрь может стать плохим месяцем для биткоина и криптовалют. Но я хочу вам сказать, не всегда стоит прислушиваться к мнению аналитика, потому что у ситуации всегда есть второе дно. Так что похлопайте меня по спине, похлопайте себя по спине. Если вы смотрите этот канал, если вы подписаны на этот канал и смотрите эти видео, то вы готовы быть впереди толпы на крипторынке. Если я говорю впереди толпы, то я не имею в виду, что сентябрь сделает вас богатым, или что он будет бычьим, а не медвежьим. Я просто хочу сказать, что вы будете опережать события. Вы будете знать, что все вещи, которые вы слышите от профессионалов, влиятельных людей на YouTube и криптоэкспертов, это бред собачий. Сейчас вы, наверное, думаете: Пол, хорошо, я все это понимаю, но почему ты снимаешь видео, в котором разглагольствуешь о том, как ты прав насчет цены биткоина? А я скажу почему. Я устал от того, что люди приходят на большие каналы, слушают их, а потом приходят сюда в комментарии и пишут, что я не прав, что я клоун, что я идиот. Потому что там так сказали, и они не признают, что были неправы. И знаете что? Некоторые люди возвращаются и пишут: «Мужик, ты был прав. Поздравляю, ты был прав насчет XRP, насчет Solana, насчет всего остального». Не так много, как следовало бы. Я не принимаю это близко к сердцу, мне пофигу. Моя жизнь идет своим чередом. Проблема в том, что люди, которые не могут признать свои ошибки и принять их, никогда не станут успешными в своей жизни.
Успех – это по большей части мысленная установка. Мы часто говорим о мыслях на этом канале. Нельзя сначала разбогатеть, а потом развить образ мысли и характер. Нет, люди неправильно понимают. Сначала у тебя правильный образ мыслей, потом у тебя правильный характер, и вот тогда ты становишься миллионером. Все происходит наоборот. Успех – стать миллионером. Называйте как хотите. Все наоборот. У вас должна быть установка на рост, а не на данность. Вы также должны быть нонконформистом, знать технический анализ. И перестаньте слушать новости и вникать в нарративы. Они не имеют значения. Когда в крипте происходит движение, будь то биткоин или другие криптовалюты, люди читают новости после них, чтобы оправдать эти движения. Но если вы читаете графики и понимаете несколько основных принципов, то вы можете предсказать эти движения и быть впереди остальных. При торговле нельзя полагаться на новости и события. Есть новости для масс, а есть новости для классов. У вас никогда не будет доступа к новостям для классов. Есть только новости для масс. Ваш лучший шанс предсказать рынок и заработать на нем – технический анализ, стратегия и мышление. Вот поэтому я и разглагольствую. Вот почему это так важно для меня, потому что это важно для вас. Ладно, слушайте, мой вебинар доступен по ссылке в описании. Есть несколько бесплатных вебинаров, которые вы можете посмотреть. Ознакомьтесь с ними. Посмотрите это видео здесь. Или вот это видео здесь. Подпишитесь на канал, увидимся в следующем ролике. Вы просмотрели видео на канале The Crypto Factor, переведенного редакцией Crypto.ru на русский язык. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал и жмите колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные выпуски. Также смотрите оригинал видео на канале автора по ссылке в описании. Пока-пока.